Я жила на обводном канале, дом 53, напротив. Потом, до войны, вот так, барахолка была и после войны, там вот напротив. Вот, где сейчас станция вот, автобусная. Ведь мы дети, мы играли, мы ничего не думали, что это война. Когда эти прилетели самолеты, это самое, начали как бы... Мы сначала смотрели, нам интересно было, что это прилетели днем самолеты. Все. А потом уже, когда бомбежки, то уж стало ясно уже все. А сначала мы как-то думали, что это все нас не касается. Вот так вот такие дела. Всех детей в 1941 году до сентября, я не помню, с какого точно, вот, может, в июле, нас всех эвакуировали, не помню, в какую область, потому что мне 8 лет, потому что у меня очень много двоюродных братьев и сестер, они старшие за этим следили. Нас эвакуировали, вот, значит, мы там жили, и потом мы сбежали оттуда. Это вот с моими старшими братьями и сестрами сбежали. Мы что-то какие-то сухари там посушили. Мы сбежали, и, значит, все-таки мы дети, мы рассказывали голодные, и нас там даже молоком поили люди, которые... Ну, и, видно, сказали, что мы убежали. Потом нас как бы вернули с какого-то, не знаю, там, вокзала. А потом уже мамина сестра ездила за нами, чтобы забрать. Вот уже. И она приехала, всех забрали, а меня не было документа маминой доверенности. И, в общем, меня украли. Ну, как без разрешения, раз не было. Забрали без разрешения? Без разрешения, да. Запасов у нас не было, ну вот какие-то, вы, наверное, слышали это там, и вот из горчицы там пекли это пирожки, и шелухой, да, вот шелухой из горчицы, ну, олифа там вот что-то было. Ну, это совсем немного, потому что так не рассчитывали, что это будет блокада. Все думали, что даже если война, быстро кончится и все. А потом это я благодарна матери, потому что она продавала все, что можно, продавала за хлеб и булку. Потому что вот тогда маркизет, вот сейчас у вас другие ткани, маркизет такой был модный ткань, и за 100 грамм хлеба, это вот платье, так сказать, а шубу она продала, ну, полушубок из каракуля, за 5 килограмм хлеба. И вообще она все продавала, но что там были сухие, там картошка, может, это сухая, ну что-то можно было. Я думаю, это вот и спасло. Что она ничего, только лишь бы, чтобы выжить. Вот у меня детская карточка была, у моей сестры там ижевенческая. Это вообще умирали, особенно мальчики, вот как вы. 14 лет подростки, им надо много, а ничего не было, они умирали. Вот. А мне, как детская, вот уже в 1942 году нам выписали по карточкам, ну вот мы получали же 125 грамм хлеба, вот, да, вот, а потом выписали уже немножко лучше стало соевое молоко, вот нам как бы детям по карточкам. Вот, может быть, тоже это, ну, правда, я сначала от радости выпила, потом уже не могла на него смотреть. Может быть, сразу нельзя было много пить. Вот, так что вот так мы жили. Вот иногда спрашивают, как вы корреспондент, как ваш режим дня? Режим дня, вот утром вставали в 6 часов, там с бабушки бой часов, уже за хлебом очередь спешили, а потом за водой надо вот было принести. Вот так определенно, чтобы какой-то там режим, нельзя сказать, что там было. Потом дедушка ухаживал, дедусь на моих руках умер, вот мой дедушка. Он такой был педант немецкий, он 125 грамм, все на 3 части разделит, все. Ну вот, и он при мне и умер, я одна была дома, потеряла речь и все. Так что это все мы пережили. Примерно в каком месяце он умер? Ну, он рано умер, ну, зимой, наверное, потому что мы его на санках везли, вот с Рижского проспекта до Волкова кладбища. Вот отец еще был, работал.
Отец, мама и я на санках. И мы его похоронили в гробу еще. А потом уже, конечно, вот видели, как в простынях, и все это уже потом было. Вот. А мы еще вот так его успели похоронить. А потом уже позднее, когда уже совсем голод, у меня вот мамин брат родной, мой дядя, и его сын, 14 лет, которому было, они умерли в один день от голода, а он работал, наверное, или в пожарной, какой-то военизированной части, на казарменном положении, но в Ленинграде отец. А сын был вот, ну, с нами где, с мамой он был, значит, там они на Лиговке жили. И вот, значит, в один день умерли и похоронили их в одном гробу, это вместе. Вот они на Большокнинском кладбище похоронены. Так что, видите, в разных местах жили, а голод такой был. Вот. Все-таки люди в блокаду были очень добрые. Вот не было это самое. Мы вот пришли к маминой подруге, это самое, на Марат они жили, и они нам угостили там дуратное, что-то еще такое, но не деликатесами угостили, и даже с собой дали что-то. В общем, вот так поддерживали друг друга. А мама моя работала в кинотеатре «Родина», вот пока это вот не захватили Волховскую ГЭС, света вот не стало в декабре, а до этого кинотеатр «Родина», знаете, где теперь это считается дом кино. Вот. Это сам Ротфронт был, этот кинотеатр, она администратором работала. И вот я стою с мамой, она на контроле стоит, это самое. И вот моряк пришел с фронта. И вот этот моряк, это я потом анализирую, а тогда я не собираюсь. Я голодная девчонка стою с мамой, и он мне галеты угостил. Вот блокада, что такое, и все равно он меня угостил. Может, он погиб, да, скорее всего. Видите, какое было? Так люди были добрые. Было принято постановление уже, потому что кормить же нечего было население. В январе месяце началась эта эвакуация, уже родители с детьми. Вот. А мы тоже ведь не хотели, блокадники не хотели уезжать, чтобы рвались уехать, хоть и голодали. А было обязательно, как бы это... И у нас вот мы в августе. И вот мы переправлялись, это когда вот это, там вот через Ладогу, Ладожская, это была дорога жизни-то, это самое. Да вот на наши глаза, вот катера мы едем, а на наши глаза попало, там бомба или снаряд, что не знаю. И все, и нет людей. Вот так вот. Ну, а мы вот удачно на ту сторону уже, там уже совсем другая уже жизнь началась.